Katta bugun meni qo'llab turgan butun xalqimizga cheksiz rahmat. Sizlarning duoinglar bugun menga katta yordam berdi. Albatta buni jonli efirda sport kanali olib berib turdi, bilaman. Oilam ko'rdi buni. Cheksiz minnatdorman. Rahmat katta. На Олимпийских играх в Париже прозвучал гимн Узбекистана. Дзюдоистка Дийора Килдийорова поднялась на первую ступень олимпийского пьедестала. Дийора Килдийорова – чемпионка Азии, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, действующий лидер мирового рейтинга по дзюдо. Ее тренером выступает бывший немецкий дзюдоист Марко Шпитка, бронзовый призер летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте. Первой соперницей Килдийоровой в 1/8 финала японка Ута Абы, действующая олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира, которая до этого не проигрывала на мировых турах по дзюдо 5 лет. На первых минутах встречи спортсменки получили предупреждение «Шидо». Вскоре Килдийорова получила еще одно предупреждение. Японке удалось провести прием, после которого ей присудили 1 очко. За минуту до конца матча узбекистанка смогла положить соперницу на спину, иппон, прервав 5-летнюю победную серию Абы. Соперница эмоционально отреагировала на досрочное поражение и разрыдалась. В четвертьфинале Килдийорова одолела немецкую дзюдоистку Машу Бальхаус, которая является бронзовым призером чемпионата мира 2024 года и чемпионата Европы 2023 года. Соперница получила 3 предупреждения, после чего победу присудили представительнице Узбекистана 1-0. В полуфинале ее соперницей стала Амандин Бюшар, чемпионка Европы 2021 года, 4-кратный призер чемпионатов мира, призер чемпионата Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в Токио. Она также победила ее со счетом 1-0. В финале Килдийоровой противостояла косовская дзюдоистка Дистрия Красничи, чемпионка Олимпийских игр 2020 в весовой категории до 48 кг, двукратная чемпионка Европы 2021 и 2024 годов, призерка чемпионатов Европы и мира. Узбекистанка смогла провести успешный прием и получила 1 балл, который в итоге стал победным. Это первая медаль в копилке Узбекистана на играх 2024. По итогам 28 июля сборная республики Узбекистан поднялась на 9-е место в медальном зачете. Килдийорова, выступающая в весовой категории до 52 кг, стала первой спортсменкой в истории Узбекистана, которая завоевала золото на летней Олимпиаде. До этого единственное золото было добыто фристайлисткой Линой Черязовой на зимней Олимпиаде в 1994 году. Последний раз представительница Узбекистана поднималась на пьедестал на Олимпиаде в Пекине в 2028 году. Это была прыгунья Екатерина Хилько. Дийора Килдийорова – первая спортсменка в истории Узбекистана, которая завоевала золото по дзюдо. До этого дзюдоисты выигрывали 2 серебра, а также 5 бронзовых медалей. Схватка началась с осторожного обмена атаками. Обе спортсменки демонстрировали высокую технику и тактическое мышление. Однако Дийора быстро взяла инициативу в свои руки. Ее быстрые и точные движения, мощные броски и умелая защита не оставили шансов сопернице. В один из решающих моментов, когда казалось, что победа будет решаться на последних секундах, Дийора совершила великолепный бросок, за который получила высшую оценку судей. В видео, запечатлевшем этот исторический момент, можно услышать комментарии зрителей и тренеров. «Это невероятно! Дийора показала настоящий класс. Мы так гордимся ею. Это победа всей страны». Дийора сделала то, что казалось невозможным. «Браво!
Президент Шавкат Мирзиёев поздравил Диёру Килдиёрову с исторической победой на Олимпиаде в Париже, следует из сообщения пресс-службы главы государства. Диёра Килдиёрова плачет под гимн Узбекистана, ведь она стала олимпийским чемпионом по дзюдо среди женщин. Невероятно трогательный момент. Посмотрите на эту красивую девушку. Сегодня она показала стальной характер и силу духа. Сегодня она прославляет свою родную страну на весь мир, и гимн Узбекистана сегодня слышит вся планета. В этот момент этой прекрасной девушкой гордятся все граждане Узбекистана. Сегодня все слова благодарности этому человеку. Это первая в истории золотая медаль в этой дисциплине для Узбекистана. Это первый человек, кому удалось остановить непобежденную чемпионку по дзюдо. Это слезы счастья, и сегодня вместе с теперь уже олимпийской чемпионкой от счастья плачет весь Узбекистан. Узбекистанская дзюдоистка Диёра Килдиёрова стала первой обладательницей золотой медали для своей страны на Олимпийских играх в Париже. В финальной схватке весовой категории до 52 килограммов она блестяще переиграла представительницу Косово Дистрию Красничи. Чистый бросок в исполнении Килдиёровой не оставил сопернице ни единого шанса. Победа Диёры Килдиёровой стала настоящим триумфом узбекского спорта и вдохновила миллионы соотечественников. Это первая в истории золотая медаль в этой дисциплине для Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Диёрой Килдиёровой, принесшей нашей олимпийской сборной первую золотую медаль, победив всех соперниц в состязаниях по дзюдо в весовой категории до 52 килограммов на летних Олимпийских играх в Париже, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Мирзиёев горячо поздравил спортсменку, ставшую первой олимпийской чемпионкой из Узбекистана на летней Олимпиаде, с этой исторической победой и выразил благодарность ее родителям и тренерам. Таким образом, Диёра Килдиёрова, которая занимает в мировом рейтинге первое место, принесла сборной Узбекистана первую медаль на Олимпийских играх 2024. Bugun meni qo'llab turgan butun xalqimizga cheksiz rahmat. Sizlarning duoinglar bugun menga katta yordam berdi. Albatta buni jonli efirda sport kanali olib berib turdi, bilaman. Oilam ko'rdi buni. Cheksiz minnatdorman. Rahmat katta. Также скажем о том, что соперница Диёры, японская спортсменка, перенесла поражение очень тяжело. Она не смогла сдержать слез и долго не покидала арену. Дзюдоистка Ута Абе и ее брат Хифуми вошли в историю на Олимпийских играх в Токио 2020, став первыми братом и сестрой, выигравшими золотые медали в один день. Ута Абе, чемпионка Олимпийских игр 2020 года, четырехкратная чемпионка мира 2018, 2020, 2022 и 2023 годов. Она проиграла Килдиёровой, которую переборола в финале чемпионата мира в 2023. Сегодня она потерпела беспощадную ответку от узбекской дзюдоистки. Сама Ута Абе позже рассказала: «Я не могла успокоиться, когда проиграла, потому что очень много думала об Олимпийских играх и очень старалась для этого конкретного дня. Я поспешила закончить поединок. Она, Диёра Килдиёрова, выполнила отличную технику, я не успела среагировать. Участие в Олимпийских играх заставило меня заново открыть для себя, что это невероятный этап. Я хочу оправиться и обрести настоящую силу, которая позволит мне снова выиграть золото на крупнейшей арене». Тренер уводил сокрушенную спортсменку с татами под нестихающее рыдание. Эмоциональная сцена попала на официальную трансляцию Олимпийские игр. Дзюдоистка Диёра Килдиёрова, завоевавшая первую золотую медаль для Узбекистана на Олимпиаде в Париже, обратилась к узбекским болельщикам с просьбой прекратить оставлять оскорбительные комментарии в профиле японской дзюдоистки Уты Абе. Узбекская спортсменка призвала своих поклонников проявлять уважение и напомнила, что спорт — это сила, которая объединяет людей.
Вот что написала Дийора в своей социальной сети. Сегодня я узнала в своей социальной сети, что в профиле моей соперницы Уты Абы очень много оскорбительных комментариев пишут узбекистанцы. Я прошу всех болельщиков проявлять глубокое уважение ко всем, независимо от того, кто они. Это спорт, это сила, которая нас объединяет. Мы все в семье дзюдо. Пожалуйста, прекратите. Я считаю, что самое важное, чему дзюдо учит людей, это уважение. Написала Дийора Килдийорова. Какая все-таки умничка Дийора. Как она уважает своих соперников. По ней видно, что она хороший и добрый человек. Вообще мне странно, что кто-то вообще пишет какие-то оскорбления в адрес профессиональной спортсменки, только лишь за то, что она выступала против спортсменки из вашей страны. Своими комментариями вы позорите в первую очередь самих себя. Попробуйте для начала поставить себя на место Уты Абе, которая 5 лет не проигрывала на Олимпиаде. Она считается сильнейшей спортсменкой в своем виде спорта, и у нее колоссальная репутация. В спорте возможно все, и падения, и взлеты. Вы бы лучше наоборот поддержали бы девушку. Вы не видели, что ей и без вас тяжело? Вы не видели, какая у нее была истерика после того, как она впервые проиграла? Это очень тяжело. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо спортсменке из Узбекистана за то, что она встала на защиту своей коллеги из Японии. Она большая молодец. С одной стороны, я очень рад за представительницу Узбекистана и за ее страну. Она стала первой, кто принес подобную медаль своей стране. А быть первой – это всегда большая ответственность. И мы, правда, очень переживали и болели за Дийору. Она заслужила это золото, и сейчас она стала настоящей звездой не только в своей стране, но и по всему миру. За свое упорство, за свой решительный характер, за свое трудолюбие. Браво, Дийора! Браво, Узбекистан! Но с другой стороны, я очень сильно переживаю за участницу из Японии. Вы представляете, сколько лет она держалась на пьедестале? Сколько лет в ней копились все те эмоции, все те слезы и весь тот крик, который она продемонстрировала в Париже. Очень больно наблюдать за подобным. Поэтому, конечно же, мы должны с большим уважением относиться ко всем спортсменам. Особенно к тем, кто представляет свою страну на мировом уровне. Judayam xursandman. Meni qo'llab turgan butun O'zbekiston xalqiga, samarqandliklarga, pastdarg'omliklarga, butun oila a'zolarimga, ota-onam, bobom, buvijonimga, turmush o'rtog'imga cheksiz rahmat aytaman. Узбекистан щедро наградит свою олимпийскую чемпионку. В социальных сетях появились сообщения, какие подарки ждут Дийору Килдийорову по возвращению в Узбекистан. Итак, подарки от президента страны, а именно новенький автомобиль Chevrolet Tejo. Очень мощная и красивая машина, причем очень дорогая. Думаю, что Дийора или ее муж будут замечательно смотреться за рулем этого красавца. Также от президента спортсменка получит 200 тысяч американских долларов. Неплохая сумма такая. Если кто-то не понял, что это за сумма, например, если переводить на российские рубли, то это будет больше 17 миллионов рублей. За эту сумму можно приобрести хорошую квартиру в Москве или Санкт-Петербурге. Или же в столице Узбекистана, например. Или же где-то за границей. В общем, сумма большая, и спортсменка, конечно же, заслужила ее. Sizlar meni qo'llab turdinglar. Hammamiz medalimiz bu. Rahmat. Sizni judoga birinchi bo'lib kim olib kelgan? Rahmatli buvijonim olib kelganlar, o'ylayman, ko'rganda juda ham xursand bo'ldilar, ko'ra olmay ketdi buni. Bilaman, tepada bugun meni ko'rib, qo'llab-quvvatlab turdilar. Bu medal buvijonimniki. Hozir ikkinchi buvim ham meni qo'llab-quvvatlab turadi. Har doim duoda. Ularning duolari bilan mana shu natijaga erishdim. Ulardan cheksiz minnatdorman. Если вы думаете, что мы перечислили вам все подарки для девушки, то, конечно же, это не так. Итак, мы идем дальше. От президента мы уже знаем, что получит Дийора. А вот что ее вручит Хаким Ташкента. Я раньше предположила, что девушка сможет купить себе квартиру на деньги от президента. Так вот, эти деньги Дийора может положить в сейф. Потому что квартиру ей подарит Хаким Ташкента. И не какую-то там, а 3-комнатную в самом Ташкенте. Вот так вот. То есть девушка может сразу праздновать новоселье, как вернется на родину. Это очень здорово. Думаю, это очень хорошая новость не только для самой девушки, но и для всей ее семьи.
Также от Хакима Ташкента Диёре будет передано 100 тысяч американских долларов. Вот так вот. Диёра Килдиёрова, получается, станет богаче не на 200, а сразу на 300 тысяч долларов. Огромная сумма, друзья. На самом деле я очень рад, что государство поощряет своих спортсменов подобными наградами. Это дает большой стимул для выступления на соревнованиях. Вы думаете, что и на этом подарки для спортсменки закончились? Конечно же, это не так. Про щедрые презенты от президента Узбекистана и от Хакима Ташкента мы уже слышали. Теперь мы услышим про те подарки, которые девушке вручит Хаким Хорезмской области. Итак, еще одна квартира. Но теперь в Ургенче. У Диёры теперь 2 новых квартиры. Она может жить и там, или же одну квартиру сдавать и жить в другой. Или же продать обе квартиры и стать еще богаче. Просто невероятно. Но кроме квартиры в Ургенче, Хаким Хорезмской области подарит Диёре также автомобиль Малибу-2. То есть спортсменка получит сразу 2 авто. Видимо, себе и мужу. Но, друзья, здесь мне остается только лишь похлопать правительству Узбекистана, которое по достоинству оценило весь труд молодой дзюдоистки. Диёра Килдиёрова заслужила все эти подарки и даже больше. Чтобы вы понимали, это главная победа в ее спортивной карьере. Это тот момент, к которому она стремилась практически всю свою жизнь, с раннего возраста. Все, самая высокая планка достигнута. Она может выдохнуть наконец-то. Кстати, то самое чемпионское кимоно, в котором девушка выступала на этой Олимпиаде, она подарила музею Международного олимпийского комитета и оставила автограф. До этого исторического момента олимпийское золото для Узбекистана добывали исключительно мужчины. На счету сильного пола было 10 высших олимпийских наград, 5 в боксе, по 2 в тяжелой атлетике и борьбе и 1 в тхэквондо. Триумф Килдиёровой не только нарушил эту мужскую монополию, но и значительно расширил спортивную географию олимпийских побед страны. Более того, золотая медаль Диёры стала первой для Узбекистана в дзюдо на Олимпийских играх. До этого момента узбекские дзюдоисты довольствовались лишь серебряными и бронзовыми наградами. В общей сложности 2 серебряные и 5 бронзовых медалей украшали олимпийскую копилку страны в этом виде спорта. Победа Килдиёровой открывает новые горизонты для женского спорта в Узбекистане и, несомненно, вдохновит новое поколение спортсменок на покорение олимпийских вершин. Bugun meni qo'llab turgan butun xalqimizga cheksiz rahmat. Sizlarning duoinglar bugun menga katta yordam berdi. Albatta buni jonli efirda sport kanali olib berib turdi, bilaman. Oilam ko'rdi buni. Cheksiz minnatdorman. Rahmat katta. Моя миссия – изменить жизнь женщин Узбекистана, говорит Диёра Килдиёрова. В Узбекистане, где до недавнего времени не было традиций женского дзюдо, победа Диёры Килдиёровой на Олимпиаде – великолепный подвиг, который вдохновит поколение молодых девушек, отметили в Международной федерации дзюдо. Men Diyora Kildiyarova dzyudo bo'yicha Osiyo va jahon chempioni. 19-yozgi Osiyo o'yinlari oltin medal sohibiman. Oldimizda boshqa sportchilarimiz kabi Parij Olimpiadasi bizni kutib turibdi. O'ylaymanki, Parij Olimpiadasida ham yurtimiz bayrog'ini mana shu yuqoriga ko'tarib, oltin medalni qo'lga kiritamiz. Прекрасное видео, которое мы нашли в интернете. На нем теперь уже олимпийская чемпионка Диёра Килдиёрова говорит о том, что на будущих Олимпийских играх в Париже ее главная цель – взять олимпийскую медаль и вновь прославить Узбекистан. Видео было записано в октябре 2023 года, то есть почти год назад. Тогда еще молодая спортсменка и представить не могла, что ее ожидает и какая слава на нее обрушится буквально в один день. Сейчас она самый популярный и обсуждаемый человек не только в самом Узбекистане, но и во всех ближайших странах. Сотни тысяч человек восхищаются этой девушкой в комментариях под видео с ней. Ее поздравляет президент страны. Она получает огромные деньги за свой бой, и у нас нет сомнений, что сотни рекламных контрактов уже начинают сыпаться на эту молодую спортсменку. То есть буквально в один момент жизнь Диёры Килдиёровой разделилась на до и после.
Хотя эта девушка шла к олимпийской золотой медали буквально всю свою жизнь, с самого раннего детства. Assalomu alaykum, hurmatli xalqimiz, hurmatli xorazmliklar. Menga yuborayotgan tabriklaringiz uchun juda ham xursandman. Hammasini o'qib turibman. Qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun juda ham katta rahmat. Albatta, meni mana shu natijaga erishishimda meni oyijonim, dadajonim o'rinlari juda ham beqiyos. Ularga o'zim cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Meni kelin emas, o'zini qizlaridek ko'rib, uyimizda sport bilan shug'ullanishim uchun, trenirovka qilishim uchun bor sharoit yaratib berganlar, shular boshim yerga tekkuncha rahmat aytaman. Meni qo'llab turgan Instagramdan butun ijtimoiy tarmoqlar orqali tabriklayotgan barcha Xorazm xalqiga cheksiz rahmat aytaman. Men bilaman, nafaqat Samarqandda, men Xorazmda ham qiziman. Juda ham xursandman. Rahmat katta. Друзья, у нас на канале уже есть не одно видео про Диору Килдиёрову, ее личную жизнь и то, как она живет вне спорта Нуи. Конечно же, о ее невероятной победе над непобежденной японкой. Но лично я считаю, что наше сегодняшнее видео – это самый важный ролик об этой спортсменке. Ведь на нем в буквальном смысле мы можем вместе с вами посмотреть на то, как мечта молодой девушки сбывается буквально у нас на глазах. Да, конечно же, я ни в коем случае не забываю прошлые успехи и победы Диоры, но то, что она сотворила в Париже, это высшая ступень карьеры любого спортсмена. Об этой вершине мечтает каждый дзюдоист, борец, пловец, боксер и так далее. Она исполнила свою мечту, о которой говорила год назад на данном видео. У нее было стремление. Она говорит о том, что у нее есть цель. Вот что должно стоять на первом плане. Цель, если она есть, то тебе остается лишь добраться до нее. Да это невероятно сложно и практически невозможно, казалось бы. Но зато ты не отвлекаешься от нее. To'g'risi musobaqa payti buni ko'rmadim, chunki emotsiyani qo'lni o'chirib, faqat hamma diqqatim o'zimda edi. Buni to'g'ri boshida ozginasini ko'rdim, chiqib ketdim zaldan. Kechqurun finaldan keyin bu narsalarni ko'rdim. Albatta, biroz deya olmayman, bu sport, to'g'ri hech kim yoqtirmaydi. Agar uning o'rnida men ham bo'lgandim, men ham shunaqa kirib. Девушка из Самарканда совершила большой подвиг на Парижской Олимпиаде, завоевав для Узбекистана первую золотую медаль. Первая золотая медаль, друзья, это очень много значит для всего Узбекистана. Ведь именно с этой девушки начнутся триумфальные победы спортсменов-земляков. Социальные сети взорвали простые, но очень трогательные слова президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, обратившегося к Диоре: «Дочь моя». Не менее искренне и красиво звучали его слова: «Мы поможем вам всем, чем можем, дочь моя, но упорство и смелость от вас». Килдиёрова совершила практически невозможное, выиграла Олимпиаду в дивизионе, где властвовала непобедимая Ута Абы. Диера несколько раз завоевывала медали на чемпионатах мира, но никогда не восходила на высшую ступень пьедестала почета. Это очень сильная девушка. Во всех планах. И в моральном, и физическом. Ее дух уже видела вся планета. Она и правда достойна всех наград. Простая девочка из простой рабочей семьи перевернула все в один день. Вижу цель, не вижу препятствий. Такой слоган должен быть в голове у каждого спортсмена. И у Диоры он точно есть. С раннего возраста девочка проявляла интерес к спорту и выбрала дзюдо. Отец Диеры, Бахтиер Мардонов, трудился на заводе, а мать, Дилара Шарипова, работала воспитательницей в детском садике. А к дзюдо у Диоры появилась тяга и любовь благодаря ее бабушке, которая ранее занималась борьбой и имела результаты. Родители зарабатывали на жизнь, а девочку воспитывали бабушка, по линии отца, Гульсара Рухсатова, и ее муж Келдиер. В 6 лет бабушка отвела внучку в спортшколу к тренеру Хуршиде Халиковой. Изначально Диера ходила в зал, чтобы не огорчать бабушку, но постепенно втянулась в процесс. Стоит отметить, что Гульсара Рухсатова увлекалась курашем и даже становилась чемпионкой района. Вот такая боевая бабушка. Именно своей любимой бабушке Диора посвятила золотую медаль Олимпийских игр. Позже мама дзюдоистки рассказывала, что именно бабушка заложила в Диере волевой характер, воля к победе у дочери от свекрови. В нашей махале многие называли ее генеральшей. К сожалению, в 2015 году свекровь умерла.
Диера сожалеет, что бабушка не видит, как в честь ее внучки звучит национальный гимн на международных соревнованиях, сказала Дилара Шарипова. Поэтому, друзья, наш сегодняшний ролик мы посвящаем бабушке олимпийской чемпионки Гульсары Рухсатовой. Именно благодаря ей мы наблюдаем сегодня за успехами ее внучки. Поэтому давайте все вместе напишем слова благодарности для бабушки Диоры. Давайте в очередной раз поздравим эту сильную девушку с золотой медалью и пожелаем ей благополучия и семейного счастья. Друзья, делитесь этим видео с вашими друзьями и коллегами. Они наверняка не видели, как Диора еще год назад говорила о своей будущей победе. И вот ее мечта исполнилась. Ставьте лайк и пишите, откуда вы. Самое главное, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы больше никогда не пропускать наши свежие ролики.